Привет! Меня зовут Лена, и я на своем канале готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить ПП Медовик. Это безупречно пропитанный и невероятно мягкий тортик с очень тонкими коржами, но не такой трудоемкий, как может показаться на первый взгляд. Вот какие ингредиенты нам понадобятся: яйца, желтки, кефир, кукурузная мука, рисовая мука, сухое молоко, кукурузный крахмал, сода, разрыхлитель, подсластитель, лимонная кислота, соль, мед, молоко, сироп топинамбура и йогурт. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я с радостью на них отвечу. Спасибо за вашу подписку и щедрые лайки. Первое, что нужно сделать, это обжарить сухое молоко. Нам понадобится 165 грамм. 75 грамм пойдет в коржи, 90 в крем. Я обычно обжариваю сразу много и храню его уже в обжаренном виде для будущих тортиков. При обжаривании нужно постоянно помешивать лопаткой. Молоко все равно собирается в комочки. Часть комочков можно вот так разбивать лопаткой во время обжаривания. Но для однородности воспользуемся блендером. Измельчаем до состояния муки. Именно обжаренное сухое молоко придаст нашему тортику карамельный вкус и аромат. Теперь можно приступать к приготовлению коржей. Нам понадобится 9 белков и 6 желтков. Белки отправляем в чашу для взбивания. Следите, чтобы ни грамма желтка не попало в белковую массу. Оставшиеся 3 желтка пригодятся для крема. К белкам добавляем 2 грамма соли и 2 грамма лимонной кислоты. И начинаем взбивать. В это время смешаем остальные ингредиенты. К желткам добавляем 100 грамм меда. В 90 грамм кефира кладем 10 грамм соды. Размешиваем. И смешаем сухие ингредиенты. 75 грамм сухого молока, 60 грамм кукурузной муки, 7 грамм кукурузного крахмала, 7 грамм разрыхлителя и 10 грамм подсластителя. Смешиваем все сухие ингредиенты и не забудьте следить за белками, у меня уже пора остановить взбивание. Теперь соединяем желтки с кефиром, размешиваем. И сюда же выкладываем сухие ингредиенты, также тщательно размешиваем. Итак, белки взбиваем до такого состояния, когда они становятся неподвижны при перевороте чаши. И сразу останавливаемся, чтобы не перевзбить. В таком случае белковая пена получается мягкая и легко перемешивается с остальными ингредиентами. Посмотрите, я немного перевзбила белки. Смешивать будет непросто. Но несмотря на это, коржи получатся прекрасные. Примерно четверть белков соединяем с желтками. Аккуратно перемешиваем, стараясь не повредить структуру белков. И также аккуратно соединяем обе массы целиком. Теперь выкладываем тесто на противни и распределяем тонким слоем. Этого количества теста хватит на 4 противня, примерно по 190-200 грамм на каждый. Выпекаем 2 противня 17 минут при 180 градусах Цельсия. Для равномерного карамельного цвета я меняю коржи местами в духовке через 10 минут выпекания. Рекомендую вам также запомнить точное время для вашей духовки, чтобы всегда получать отличный результат. Посмотрите, признак готовности. Корж легко отходит от коврика. И при этом коржи не пересушены, они мягкие и пластичные. Один корж перекладываем на второй. Это очень легко сделать с помощью силиконового коврика. И теперь можно выложить оставшееся тесто по 190-200 грамм на противень. Также выпекаем около 17 минут. Для сборки я буду использовать кольцо диаметром 16 см. С помощью такого кольца очень легко нарезать коржи. Я буду нарезать сразу 2 коржа. Хорошо продавливаем, и получаются вот такие ровные, аккуратные блинчики. На противень у меня свободно входит 2 круга. Один целиком, а один частично.
Но это не беда. Я просто вырежу недостающую часть круга из свободной части коржа. В таком многослойном торте совершенно незаметно, цельные коржи или нет, но такой способ выпекания и нарезания существенно экономит ваше время по сравнению с отдельным выпеканием каждого коржа. Итак, после вырезания получилось 12 коржей. Обрезки нам понадобятся для обсыпки. Их нужно просушить при 100 градусах Цельсия в духовке около 1 часа. А теперь можно заняться кремом. Для крема нам понадобится 9 желтков. Соединяем их в блендере с сухими ингредиентами. 90 грамм обжаренного сухого молока, 45 грамм рисовой муки и 10 грамм подсластителя. Сюда же вливаем немного молока и тщательно размешиваем. Суммарно на крем нам понадобится 450 мл молока. Оставшееся молоко нагреваем в ковшике до кипения. В горячее молоко переливаем нашу желтковую смесь и тщательно помешивая, увариваем до густоты. Вот такой густой крем получился. Это нормально. Дальше мы будем добавлять в него жидкие ингредиенты. 70 грамм сиропа топинамбура. Размешиваем. Уже после полного остывания добавляем 60 грамм меда, размешиваем, и 140 грамм натурального йогурта без добавок. Размешиваем тщательно, но не слишком долго. Посмотрите, вот такая консистенция крема должна получиться, чтобы коржи хорошо пропитались, но при этом, чтобы крем никуда не вытекал и торт был стабилен. Теперь можно собирать торт. Форма стоит на подложке, внутри нее проложена ацетатная лента для удобства извлечения. Немного крема наносим на подложку для того, чтобы зафиксировать торт. И кладем первый корж. Если у вас есть не целые коржи, как у меня, то первым и последним точно должны быть целые. Примерно 80 грамм крема выкладываем на корж и распределяем. Визуально толщина крема получается равна толщине коржа. И следующий корж. Также около 3 столовых ложек крема. Распределяем. Вот как раз у меня следующий корж состоит из 2 частей. И нужно постараться уложить его максимально ровно, так, чтобы это не сказалось на разрезе. И снова крем. Итак, все 12 коржей. Последний корж, его я тоже покрываю кремом, чтобы он хорошо пропитался. Укрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 12 часов для идеальной пропитки. Немного крема остается, он нам пригодится для покрытия боковой поверхности торта. Укрываем его пищевой пленкой в контакт и также отправляем в холодильник. Для обсыпки используем просушенные обрезки от коржей. Их собираем в мешок и раскатываем скалкой. Получается крошка среднего и мелкого размера. Если вы хотите очень мелкую крошку, такое прямо бархатное покрытие, воспользуйтесь блендером. Наш торт хорошо пропитался. Снимаем форму и ацетатную ленту. Вот такой ровный, аккуратный тортик. Я немного покрою кремом верхушку, чтобы выровнять рельеф и добиться наилучшего прилипания обсыпки. И боковую поверхность. Разровняю сверху и сбоку. Теперь можно посыпать. Это удобно делать над противнем. Я покрываю крошкой боковую поверхность и сверху по окружности. Также посыпаю середину торта. Оставляю почти без обсыпки ту область, на которую будет выкладываться декор. Украшать медовик я буду черешней. Этот торт даже без декора выглядит самодостаточным. Бархатная посыпка делает свое дело. И хотя я очень люблю яркие детали и необычные сочетания в декоре, медовик лучше украсить минималистично. Ягоды прекрасно фиксируются на креме. Вот такой нежный, мягкий, бархатный тортик у нас получился. Он нереально вкусный. Этот медовик просто тает во рту. От тех, кто его пробует, я обычно слышу: а это точно ПП?
Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. У меня будет еще много вкусного и полезного. Пока!